Скучали? Привет, мои яхонтовые. Это я, Анна, в соцсетях известна как Крафтизанна, и вы на канале «Не думай о бобинах свысока». Время идет, количество подбородков множится, пляжные закрома тоже растут. И я наконец-то с вами. Спасибо большое тем, кто вдохновлял и мотивировал, и не терял надежду в меня, посещая мой телеграм-канал, где я все-таки появлялась. Дело в том, что конец прошлого года был очень сложным для меня, там и по работе были вопросики, и в семье тоже всякие нехорошие вещи случались. Вот. Так что год был плохим, конец года. Но будем надеяться, что этот год будет хорошим. И я сейчас с вами, чтобы рассказать, так сказать, влететь на горячей теме обратно в тренды Ютуба, я приготовила вам небольшой рассказ о том, как я участвовала в аукционе для того, чтобы получить новую коллекцию носочной пряжи Опал. Носочные пряжи, которые многие знают и любят. Мне кажется, что она замечательная, и когда я увидела вот это вот изображение всех новых расцветок, я прямо растаяла. Я так растаяла, потому что я обожаю, во-первых, пастельные тона, и даже уже само название коллекции «Акварель», оно настраивает на то, что там будет все такое нежное, такое каких-то в полутонах, да, и что цвета будут сложными, такими полупрозрачными. Вот, и я ужасно загорелась. И я стала искать, где эту пряжу купить. У нас в Латвии ее еще нету, по крайней мере, я не нашла. У своих литовских дилеров, к которым я обычно чуть что обращаюсь, этой пряжи тоже пока нет. В общем, пришлось поворачивать нос в сторону Германии. И там, на сайте аукционов eBay, на которых я в последний раз... То есть в последнее время мы все больше привыкли к тому, что просто вот хотим купить и покупаем, и сразу платим, и, значит, нам продавец отправляет. И тут был выставлен на продажу лот, именно лот аукциона, все 8 мотков этой замечательной пряжи. Я невероятно возбудилась. Значит, и сразу же стала строить планы и смотреть, когда аукцион заканчивается, потому что я решила вспомнить молодость, где мой 2006-2007, когда я бывало участвовала в таких аукционах. И моя тактика всегда одна и та же. Я смотрю, когда аукцион заканчивается, я ставлю себе напоминание, и за 5 минут до конца аукциона я открываю это все и, значит, сижу и как паук жду, пока, значит, пока останется где-то 1,5 минуты. И вот потом за эти 1,5 минуты я делаю свою ставку, я ставлю максимальный бит, который я могу себе позволить на этот лот. И вот, значит, атакую этот лот. В общем, здесь я тоже так подготовилась, и это было столько адреналина, и я сидела, и, значит, ждала этой последней минуты, и я до этого еще зашла. На самом деле есть возможность купить сразу тоже все 8 мотков, по-моему, даже у того же продавца, но там, соответственно, цена выше, и я так подсчитала, какой мне ставить максимальный лот, чтобы мне в итоге, либо вышло то на то, либо ниже той цены, которая у продавца была поставлена на безаукционный лот.
Ну вот, я, я в общем, зашла туда, сидела, ждала, и вот эти вот последние 1,5 минуты у тебя адреналин, и ты такая, да, да, у меня выигрышная ставка. В общем, моя ставка победила, прямо даже не поднимая ее дальше, то есть я посмотрю потом, напишу, во сколько мне обошелся этот лот. Довольно дорогая доставка, но даже с учетом доставки получается, что один моточек мне обошелся в... Где? Вот здесь будет какая-нибудь цифра. Вот. И, в общем, я просто представляю себе, что там какие-нибудь чинные немецкие фрау, какие-нибудь, может быть, бабушки, которые вяжут, значит, тоже участвовали в аукционе, там, значит, ждали и всякое такое. И тут пришла я, паучиха, и отобрала у них этот лот. И пока они там, это самое, пытались понять, что происходит, я уже спокойненько расчехляла кредитную карту. Вот. Что меня очень удивило, это было то, что продавец отправил лот очень быстро, предоставил тоже трекинговый номер, но что меня жутко удивило, он отправил самой дешевой почтой, которая, и эта посылка на самом деле не отслеживалась, то есть номер был посылки, но ни одна система не показывала продвижение, и я так посмотрела, я спросила у чата GPT, что это может значить, и написала ему этот трекинговый номер, типа вот что вот эти вот начала обозначает эти буквы. И он мне написал, что это, скорее всего, просто самая-самая дешевая посылка, которая просто не отслеживается. Но шиппинг был очень дорогой из Германии, сравнительно. В общем, это меня удивило. Но самое главное, что посылка пришла в целости и сохранности. Я ее забрала и хочу вам продемонстрировать эти моточки и поговорить о них. Так, значит, что мы имеем? Мы имеем 8 моточков носочной пряжи, в которой 425 метров на 100 граммов. И композиция у нас... Какая у нас композиция? 25 Virgin Wool и 25% полиамид. Типичная. Моточки очень-очень приятные на ощупь. Они шерстистые, но не слишком. То есть это вам не сопливый меринос, но и не какая-нибудь там наждачка, что-то такое. В общем, на ощупь это очень приятно. Я должна сказать, что моточки довольно компактные. Да, по сравнению с другими моточками, они выглядят немножко более компактными. Возможно, это потому, что они сжались в момент пересылки. Но одновременно с этим должна сказать, что нитка тонкая. И я потом покажу образец. Я начала вязать носочек, и я вяжу его на спицах 2 миллиметра.
Хотя у меня довольно плотное вязание, и обычно я вяжу на 2,25 или на 2,50. Вот. Но в этот раз у меня просто под рукой было 2 миллиметра. Я так посмотрела, так прикинула и поняла, что, наверное, лучше всего оно будет в моем исполнении смотреться на спицах 2 миллиметра. Но я это покажу. Вот. У нас 8 расцветок. Давайте, что ли, прочитаю вам. Попытаюсь вам. А у меня есть переводы. Сейчас. У меня есть переводы всех этих замечательных названий. Так. Номер. Где мой Sonnenkraut? Вот он. Так. Номер 11530. Sonnenkraut. Подсолнух. Подсолнух. Так, потом у нас есть... так, где у нас ароматный оазис? Господи. Да, это у нас ароматный оазис. Дuftroase. Оаза. Извините, я в немецком не это самое, я только так примерно могу изобразить. Так, это у нас спектакль. Подводное представление. Подводное представление. Потом у нас есть зимний покой или зимняя спячка. Так. Потом у нас есть... Это у нас что? Щебечущий лес. Щебечущий лес. Вот это, конечно, очень подходящее название. Земля принцесс. Да, я согласна, что это только принцессам такое носить. Вот. Так, это у нас что? Сияние льдин. Сияние льдин. И что-то с сердцем у нас было. Что-то с сердцем. Путешествие сердца. Замечательно. Я начала с этого моточка, и именно из него вяжу вяжу носочек. Ой. Вот, мне кажется, что эти названия очень красиво отражают тематику каждой расцветки. Замечательно. Мне очень нравится, я ужасно довольна. Вот. Я хотела вам показать еще такие некоторые сравнения. Например, у меня есть Ван Гог, пару моточков из коллекции Ван Гог. И вот смотрите, две интерпретации на тему подсолнечников. Подсолнухов. Да, вот. Вот это вот новая коллекция акварель, да, а это у нас Ван Гог. Какая вам кажется более подсолнечная? Мне обе очень нравятся. Красота. Вот. Так что, да, вот позвольте вам показать из вот этой вот сердечной, как она называлась? Что-то там, путь сердца или дорога, не помню, земля, что-то такое. Ну вот возраст, да, понимаете, 3 минуты назад говорила, уже забыла. Ну что-то там с сердцем. Вот как оно у нас смотрится в вязаном виде, по крайней мере, начало.
Мне ужасно нравится. Смотрите, как здесь все эти расцветки работают. Там идет основной какой-то цвет, да, здесь в данном случае это розовый. И потом у нас идут полосочки из второстепенного цвета, ну, скорее двух второстепенных цветов. Здесь у нас это такой темно-синий, голубенький, еще фиолетовый, да. И все это, и вот эти вот переходы на как они называются, на вот эти полоски, да, еще такими крапушками обозначаются. И там еще есть какой-то совсем уже третьестепенный цвет, и в данном случае это такой оранжевый здесь. То есть здесь вот прямо видна вот эта вот структура, да, что есть главный цвет, вот эта вот самая широкая полоска, потом есть разноцветные полоски второстепенного цвета, и есть такие крапушки из второстепенного цвета и такого третьестепенного цвета. Вот как, в принципе, построены эти все расцветки. Ну, мне так показалось. Вот. Вязание пряжа очень приятное, очень. Вот прямо вяжешь, и она идет как по маслу, да, ничего нигде не цепляется, ничего, вяжется довольно быстро, даже на вот этих вот зубочистках. Очень, очень, очень приятно. Вот. Так что делитесь, собираетесь ли вы в свои закрома брать что-то из новой носочной коллекции. Если да, то какой цвет вам больше всего нравится? Или, может быть, вы готовы совершить такой же подвиг, как и я, и, так сказать, приобрести всю палитру? Респект. Вот. Но мне ужасно понравились все эти моточки. Но раз уж мы с вами тут собрались, давайте я вам еще покажу, что у меня еще есть из опала. Я уже говорила, показывала, что у меня есть подсолнухи Ван Гога. И из коллекции Ван Гога у меня есть еще одна вот такой моточек. То есть вот два цвета. Вот. Потом у меня есть вот такой цвет Crazy Waters. Это у нас что? Я потом напишу на экране, что это за номер. Вот такой веселенький цвет. И у меня есть 3 очень ярких, сочных, прямо на них смотришь и прямо начинаются слюнки начинают течь. Funny Fruits. Вот такие вот 3 моточка. Вот, и вот посмотрите, если сравнивать по пухлости, я не знаю, будет вам видно или нет. Ну, так вроде бы они одинаково выглядят, но вообще, вот это попухлее, как бы вот на... Может быть, она просто не так сжата была, я не знаю. Но это более подсобранный моточек, этот такой прям пухленький. Вот. Ну, красота ведь. И еще у меня, кстати, есть еще один моточек опал. Мне его подарила Женя. Женя, привет. Когда мы вместе ездили на День открытых дверей в Дундеге. Тот из коллекции Hundertwasser. И я из него хочу попробовать сделать носочки в технике свинга. Слыхали такой? Вот. Что еще, какой момент? Я собираю здесь, я обычно вяжу французскую пятку. Вот. Здесь я посмотрела отзыв на эту пряжу на канале Хурма вяжет. Не рекомендуют вязать французскую. И я решила попробовать связать пятку от скуки, которую я никогда не вязала, но вот настало время попробовать. Вот, чтобы эти все цвета красиво ложились. Вот. Вот такие пироги. Вообще, я очень рада вас всех видеть. Спасибо большое. Спасибо большое тем, кто досмотрел до этого момента.
Приходите в Телеграм, у нас там тепло и весело. У меня расписан контент-план на 28 видео. Я не могу гарантировать, что оно вот так вот прямо все регулярненько сейчас и будет выходить, но, по крайней мере, этот контент-план говорит о том, что желание у меня есть, идея у меня есть. Главное, чтобы были силы, чтобы с окружающими все было хорошо, чтобы на работе все было хорошо. И тогда будем с вами чаще и регулярнее видеться. С вами была я. До встречи. Thank you.